Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео, всем желаю хорошего дня. Устраивайтесь поудобнее. Обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Сегодня они увидят это видео. В нем найдут много прекрасного, интересного, подходящего для их жизни. Завтра вы можете это обсудить, и ваша жизнь от этого будет становиться лучше. В любом случае у вас поднимется настроение. Те, кто не подписчики нашего канала, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Тема сегодняшнего видео, она очень интересна и звучит так. Карьера и жизнь. Секреты баланса современных женщин. Это видео направлено на то, чтобы вы в своем окружении нашли, по вашему мнению, самых успешных, самых вдохновляющих женщин. И у них спросили секреты ихнего успеха, как они умудряются в повседневной жизни совмещать карьеру и остальную жизнь. Для тех, кто первый раз слышит слово «колесо жизненного баланса», я немножко погружу вас в основы колеса жизненного баланса. За моей спиной находится флип-чат. На нем размещено 8 сфер колеса жизненного баланса Long Swim. Это карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт, друзья и окружение, отношения, семья, яркость жизни, духовный рост и творчество. В нашем видео мы будем затрагивать тему карьеры, тему профессионального становления. И колесо жизненного баланса, оно имеет свою прописанную философию, что в жизни любой успешной женщины или той женщины, которая мечтает стать экспертом в своем деле, быть лидером в своей отрасли, всегда найдется баланс между насыщенной профессиональной жизнью и другими сферами жизни. Я хочу напомнить, что в сфере женщины, в отличие от сфер мужчины, разные источники вдохновления и разные источники силы. Здесь мы как раз видим совпадение. Карьера и бизнес для мужчины являются очень важной частью его реализации. Чаще всего мужчины в профессиональной реализации хотят видеть максимум прикладываемых сил. И вторая сфера, которая для мужчин является важной, это сфера друзья и окружение. У женщины система, скажем так, энергии или подпитки устроена гораздо лучше. Она с двойным запасом прочности. У женщин две сферы: яркость жизни, духовный рост и творчество, отвечающие за сферу эмоций и позитивное мышление, очень сильно дают женщине возможность восстановиться. И две другие сферы, личностный рост, здоровье и спорт, дают возможность в действиях обрести вот этот вот неистощимый, неиссякаемый источник сил, чему у мужчин как бы склонности нет. То есть женщина, ввиду того, что природа ее наделила такой способностью черпать силы из эмоций и из действий, она таким образом очень сильно выигрывает. Итак, давайте этот вопрос осветим поподробнее. Какой ценой можно достичь цели? В карьере у женщины есть свои прописанные цели. Чаще всего это финансовая независимость. Второй по приоритету идет профессиональное признание. И третье – это профессиональная реализация. Вот эти вот три основные цели в карьере женщине дают женщине возможность в первую очередь доказать, что она может сама своими знаниями достичь финансовой независимости. Мы в колесе жизненного баланса рекомендуем после достижения первых карьерных успехов обращать внимание на все остальные другие сферы жизни. И если женщина может точно так же фокусироваться на карьере,
и на других сферах жизни, у нее в жизни получается двойной или тройной успех. Итак, какой ценой можно достичь цели? В колесе жизненного баланса LongSwim в каждой сфере любой человек может прописать свою цель, которая является для него сильно значимой. Очень многие в комментариях просят написать какие-то пресеты, то есть уже готовые шаблоны целей. Мы рекомендуем вам ориентироваться на состояние. Состояние 0,4 – это нестабильное состояние, состояние 4,8 – это состояние, при которых у вас эффективность начинает приносить свои плоды, и состояние 8-10 – это вы человек удача, любимчик Бога, ну, то есть самый удачливый человек. Безусловно, перейти от состояния 0,4 к 4,8 нужна своя мотивация. Эта мотивация говорит о том, что если вы будете в жизни смотреть за жизнью успешных людей из своего ближайшего окружения, из своего дальнего окружения, то вы можете посмотреть некоторые приемы, которыми они пользуются, и эти приемы могут быть вами взяты на вооружение, если они не противоречат вашим духовным ценностям. Поэтому в колесе жизненного баланса очень важно постепенно, в течение года, прописать свои ценности, которые для вас важны, которые вы не хотели нарушать. И когда эти ценности уже прописаны, вы можете набираться у ваших коллег по цеху, у ваших коллег по работе тех лайфхаков, которые вы считаете будут для вас полезными. Если их будет не хватать, и вы чувствуете, что у вас возник большой запрос на знания, тогда вы можете смело развивать свою сферу личностный рост. И в личностном росте мы рекомендуем 2 раза в год проходить профессиональное обучение, потому что колесо жизненного баланса LongSwim советует все полезные действия превращать в ежедневную привычку. Когда вы это делаете своей ежедневной привычкой, тогда у вас в жизни эти привычки ежедневно приносят пользу и таким образом вытесняют негативное влияние окружающих людей. Для вашей жизни наступают хорошие времена, то есть вы уже своими привычками ежедневными вытесняете негатив, негативные эмоции, негативные действия. Если вы смотрите плейлист «Колесо жизненного баланса», там можете найти много дополнительной информации о том, какие последствия могут быть, если вы будете следовать чужим ценностям, и какие последствия могут быть, если в сфере друзья и окружения у вас очень много людей, которые не разделяют ваши ценности, то есть вы становитесь заложниками чужих целей, и окружающие ожидают от вас, что вы их задачи, их цели будете исполнять, и при этом у вас не будет возможности и времени реализовывать свои цели. Вот так вот сухо и рационально колесо жизненного баланса LongSwim объясняет, как важно иметь свои цели. Вопрос, который был озвучен, говорит о том, что какая цена поставленных целей и стоит ли та цель потраченных усилий, потраченных денег, можно ли это вернуть обратно. Давайте посмотрим внимательно по каждой сфере, потому что, как показали отзывы, самое лучшее, когда мы применительно к каждой сфере, каждый тезис рассматриваем отдельно. Итак, я начинаю с первой сферы яркость жизни. Вы здесь прописываете свои цели, связанные с отдыхом. Следующая цель, которую вам необходимо достичь, это чувствовать себя наполненной энергией. Этой энергии вам должно хватить, чтобы вы реализовали свои цели в 8 сферах. То есть нужно заряжаться таким образом, чтобы вы могли с уверенностью дойти до тех целей, которые являются достаточно амбициозными даже для вас. Самая главная миссия колеса жизненного баланса – это стремление к профессиональному и личному долголетию. Если вы принимаете тот факт, что вам придется жить долго,
вы начинаете размышлять, чтобы ваша жизнь была не скучной, интересной, наполненной какими-то положительными событиями. И сфера яркость жизни, она дает ответы на вопрос, какими событиями вы будете наполнять свой отдых, какие места силы для вас являются близкими по расстоянию. Цель миссии яркости жизни – самим стать источником энергии для окружающих людей. Для этого достаточно попрактиковать колесо жизненного баланса в течение 2-3 лет, и вы будете уже в любом месте, где бы вы ни находились, находить источник силы. Это может быть природа, это могут быть какие-то культурные места, или вы просто уже будете обладать той энергетикой, когда вам достаточно сосредоточиться на своем отдыхе, и вы получите огромный заряд энергии. Переходим к следующей сфере. Сфера духовный рост и творчество. Эта сфера формирует ценности, на основе которых вы будете находить единомышленников. У нас в сфере друзья и окружение исторически сложилось так, что туда входят родственники, ваши дети, друзья, коллеги, и все, кто вас окружает. Если вы знаете и четко озвучиваете свои духовные ценности, единомышленники, которые вам подходят по духу, по способу жизни, они будут вам создавать положительный фон. Если люди, которые заходят в вашу жизнь, не совпадают с вашими ценностями, не принимают их и продолжают с вами коммуницировать, вам нужно уже, находясь в состоянии 4-8, принять решение, как вы будете с ними вести, дистанцироваться или, наоборот, сближаться. Но помните одно простое правило. Если вы хотите повлиять на людей хорошо, быстро и эффективно, нужно находиться в состоянии 8-10. Поэтому у кого в сфере духовного роста и творчества есть цель преобразовать свое ближайшее окружение, у вас самый главный есть мотив для того, чтобы находиться в состоянии 8-10. Обязательно здесь не забываем о своем хобби. И я здесь затрагиваю вопрос, сколько стоит хобби и стоит ли на свое хобби тратить столько денег. Хобби дает нам самое главное, что есть любимым занятие, оно нас спасает от эмоционального выгорания, то есть от той точки, когда наши эмоции уже нам не приносят ничего. Это могут быть положительные эмоции, они нам ничего не приносят, это могут быть негативные эмоции, то есть мы уже не реагируем на красивую эмоциональную сторону этого мира. Единственным спасителем является хобби, наши любимые занятия, поэтому если вы находитесь в возрасте от 20 до 30 лет, пожалуйста, попробуйте обязательно раз в 10 лет новое хобби, новое занятие, увлекательное. Если у вас есть любимый партнер, желательно, чтобы вы в это хобби зашли вдвоем, чтобы у вас было общее дело. Если вам уже больше 40 лет, ваше любимое хобби нужно поддерживать регулярно, минимум 1 раз в месяц. И те деньги, которые вы на него потратите, в том числе и временные усилия, они вам дают возможность не входить в стадию эмоционального выгорания. Это разумная цена или страховка от эмоционального выгорания. Карьера и бизнес. Здесь те, кто женщины, видят свой успех в этом быстро меняющемся мире, мы советуем от состояния 0,4, когда вы успешно продвигаетесь в одной сфере, рассмотреть сферу применения своих знаний в другой отрасли, в другой фирме, в другом проекте. Это даст вам возможность принять оценку того, что вы на основной работе имеете свой вес как эксперт, вы реализованы на 50%, на 75% или реализованы только на 20%. Все зависит от ваших озвученных амбиций. 2 раза в год или 1 раз в полугодие обязательно просчитывайте свой собственный бизнес, который вы хотели бы иметь, или любой бизнес, который вы считаете будет приносить вам прибыль. 2 соотношения: хорошая прибыль, хорошая рентабельность и любимое занятие. Вот это формула идеального бизнеса. Если вы чувствуете, что вы этот бизнес готовы начать в этом году или в следующем, обязательно
проработайте схему, чтобы у вас были единомышленники, которые поддержат ваш проект, ваш новый бизнес. Не обязательно бросать свою работу, развивая новый бизнес. Если вы уже умеете управлять временем, а временем вы управляете из сферы яркости жизни, вы всегда найдете баланс и для своей работы, успешно строя карьеру, и для параллельного бизнеса, который может вам быть яркой подмогой или опорой в жизни. Следующая сфера, которую обязательно нужно развивать в балансе с усилиями в карьере, это сфера деньги. Сфера денег находится по диагонали со сферой отношения и семья, и здесь вы выполняете самую главную миссию в двух сферах – сохранить и приумножить. То есть все деньги, все ваши карьерные усилия сосредоточены в сфере денег, и только в сфере денег вы можете их приумножить. 0,4 вы планируете свой постоянный доход, в состоянии 4,8 в сфере денег вы его рекламируете прямой рекламой в профессиональных сетях, в социальных сетях. Это вам дает возможность стать более известным, более популярным, и это, как правило, ведет к тому, что вы получаете крупные заказы, крупные проекты, хороших, благодарных клиентов. Пожалуйста, в комментариях перечислите то, что можно получить в сфере деньги, если вы будете заниматься рекламой своей экспертизы, своих товаров, своих услуг. Ну, все, что вы можете предложить, пожалуйста, я открываю дискуссию. Когда сфера денег подходит к тому, что реклама уже сделана, и вы чувствуете прилив новых клиентов или прилив популярности, обязательно в балансе развивайте сферу личностный рост. В личностном росте черпаете недостающие знания, расширяете свой кругозор. Или третья задача, она самая главная, на мой взгляд, это поиск единомышленников. Поиск единомышленников дает вам возможность иметь рядом с собой людей, которые поддерживают ваши смелые и даже рискованные идеи. Поддержка эмоциональная, она важна даже для профессионалов. Следующая сфера – это сфера здоровья и спорт. Какой ценой можно достичь своего здоровья? Самое простое, что вы всегда можете делать, это регулярное обследование у медиков по поводу или без повода, как вы считаете нужным, и регулярное занятие спортом. Регулярное занятие спортом, как индивидуальным, так и коллективным, дает вам возможность что-то из спорта перевести в сферу карьеры. Командные виды спорта дают вам возможность на уровне интуиции развить внимание к другим людям, умение предугадывать их действия и умение, так сказать, разрабатывать свою стратегию достижения цели и формировать команду для ее достижения. Напоминаю, что в карьере состояние 0,4 вы больше всего в карьере реализуете чужие цели, потому что вас не ценят и ваши личные цели игнорируют. В состоянии 4,8 вы в карьере пытаетесь все сделать сама или сам. Если это видео смотрят мужчины, но это видео больше адресовано женщинам. То есть состояние 4,8 вы все делаете сама, потому что считаете, что никто, кроме вас, не может это сделать. В состоянии 8-10, наоборот, вы достигаете личных целей с помощью других людей, как правило, прикладывая минимум своих усилий. По мере карьерного роста вы постепенно пройдете все стадии. 0,4 будете стараться доказать другим, что вы тоже можете делать, но при этом забываете о своих целях. В состоянии 4,8 все свои цели вы будете делать сами, и я вам рекомендую плавно переходить в состояние 8-10, когда вы озвучиваете свои цели, прилагаете стартовые усилия в виде инициации проекта, а дальше единомышленники дают в этот проект, в вашу цель, необходимую волну энергетики, и вы совместно с ними реализуете эту цель, которая для вас важна.
друзья и окружение, какой ценой можно достичь здесь благополучия и хорошей атмосферы. Если вы находитесь в состоянии 0,4, очень хорошим признаком будет то, что в вашем окружении будут люди в состоянии 4,8, которые своими действиями будут вас поддерживать в трудную минуту, в хорошую минуту. То есть это верные и надежные друзья. Если вы хотите воздействовать на своих друзей и окружение, имея свой профессиональный опыт, то есть у вас есть внутреннее желание сделать их мир и жизнь богаче и насыщеннее, пожалуйста, не забывайте о своих целях и помните, эффективно влиять на своих друзей и окружение вы можете только в состоянии 4-8, это стартовые возможности, и 8-10, когда вы уже четко сформулировали свою цель, наполненные энергией, и у вас достаточно этой энергии, чтобы в течение длительного времени путем тщательных усилий через колесо жизненного баланса, это самый простой и легкий путь повлиять на свое окружение. Вы можете выбрать любую другую систему из психологии, из бизнес-литературы, из вашей практики. Если у кого есть такие лучшие практики, пожалуйста, напишите в комментариях. Попытка изменить ближайшее окружение очень часто возникает у многих женщин. Я вам рекомендую со своим окружением строить гармоничные отношения, исходя из ваших целей. Если ваши цели совпадают, друзья и окружение будут вам помогать. Если цели не совпадают, скорее всего, вы в лучшем случае получите легкое одобрение, и дальше вам придется эти цели реализовывать в кругу своих единомышленников. Самая главная сфера для женщины – отношения и семья. В отношениях и семьи какой ценой можно достичь счастья? Я считаю, что здесь нужно очень внимательно присмотреться к своему состоянию 0,4 у женщины, 0,4 у мужчины. В данном случае вы можете находить очень хорошее взаимопонимание в состоянии 4,8 у вас и 0,4 у мужчины. Вы будете больше работать за мужчину, больше в семье прилагать усилия для сохранения семьи. А если вы будете находиться в состоянии 8-10, а мужчина будет находиться в состоянии 0,4, тогда вы можете уже на него влиять. Поэтому у вас есть два достаточно рациональных способа сохранить мир и покой в вашей семье и в отношениях. Первое – это озвучить духовные ценности и на основе общих духовных ценностей выстраивать совместные действия. Вы можете приложить усилия, чтобы ваш мужчина через яркость жизни из состояния 0,4 поднялся в состояние 4,8, то есть начал больше действовать, и вы его оценили за действия, за правильные действия. И один раз в год вам минимум нужно найти время, чтобы побыть в состоянии 8-10, когда у вас совпадают цели, и вы переполнены энергией, чтобы эти цели инициировать. Перехожу к следующему вопросу, который задавали. Как вернуть радость в повседневную жизнь? Быстрый темп, который женщина избирает, реализовывая себя в карьере, чаще всего приводит к тому, что сфера яркость жизни начинает проседать. То есть у нас все эмоции, все удовлетворение или, скажем так, все счастье находится в сфере яркость жизни, и повседневные радости женщина не ощущает. В методике колеса жизненного баланса все достаточно просто. Я повторюсь еще раз для тех, кто смотрит это видео первый раз. Если вы потеряли радость повседневной жизни, пожалуйста, в сфере яркость жизни посмотрите параметры отдыха, которые для вас являются привычкой. Крепкий ли у вас сон, отдыхаете ли вы после сна, просыпаетесь ли утром бодры. Самый простой тест. Утром встали, вышли на работу, сфотографировали себя на фотокамеру, посмотрели на свою фотографию. Если вы не уверены в том, какое состояние у вас на фотографиях, перешлите фотографию себя утренней своим друзьям, знакомым, подругам, они могут оценить, какое у тебя настроение. И если вы улыбаетесь, это явный признак того, что ваша жизнь имеет хотя бы по утрам радостное настроение. Такую же привычку повторяйте вечером, после работы фотографируйте себя.
И такой вот ежедневной привычкой вы приведете себя к тому, что вечером вы можете делать попытки, пытаясь сфотографировать себя улыбающейся в состоянии радости. Радость в нашу жизнь возвращается через наш мотив, через наше желание выглядеть радостным или через наше внутреннее состояние. Поэтому, если радости в вашей жизни нет, прорабатывайте ваши ценности. Ценности будут говорить о том, что вы себя правильно оцениваете, то есть ваша самооценка должна стремиться от низкой к очень большой уверенности в себе, то, что у вас есть надежные друзья-единомышленники, цели, которые вы поставили, они являются очень ценными для вас, они будут ценны в течение ближайшего года, в течение следующих 5 лет, то есть духовные ценности и долгосрочные цели дают вам возможность не сомневаться в выбранном пути и в выбранном усилии, которое вы прилагаете. В сфере карьеры и бизнеса всем рекомендую не находиться в состоянии 0,4, потому что это, как правило, большое напряжение. Я вам рекомендую сосредоточиться на эффективных методиках, которые есть в вашей отрасли, поэтому прокачивайте сферу личностный рост. Если у вас жизнь не накладывается в ровный ритм, постарайтесь выбрать тот темп, который для вас является эффективным. По результатам этого выбранного темпа жизни в профессии вы все дела, которые можно отложить, отлаживаете или переносите на следующий период. Если у вас есть возможность делегирования, смело делегируйте часть задач, которые для вас не важны, окружающим. Это тоже должно стать хорошей привычкой. И самое главное, когда вы чувствуете, что рутина вас захватывает и радость уходит из этой жизни, начинаете смотреть, какие цели вы преследуете в карьере. Или вы самая загруженная женщина, или вы самая успешная женщина. Успешная женщина – это не значит, что она самая загруженная. Пожалуйста, поработайте над своими формулировками, уберите оттуда прилагательные загруженная, утомленная, самая востребованная. Можно быть популярным экспертом, можно быть востребованным специалистом, но быть самым загруженным – это не всегда правильно с точки зрения эмоционального выгорания. В следующей сфере, как вернуть радость в сфере денег, вы все время работаете, ваш капитал не приумножается, попробуйте обязательно рекламу себя, своей экспертизы, вам обязательно найдется возможность быть востребованным в какой-то другой сфере. Может быть, не обязательно в той, в которой вы работаете. Вы можете быть классным специалистом, но где-то потребуется ваш организаторский талант или просто ваша харизма, которой вы, безусловно, обладаете. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас является мотивирующим в сфере денег. И, кстати, можете написать, как вернуть радость в сфере денег. Жду ваших комментариев и давайте развернем по этому поводу дискуссию. В сфере личностного роста, как вернуть радость, здесь должен быть баланс между профессиональными тренингами и тренингами, которые расширяют ваш кругозор или дают вам возможность попробовать новое хобби. Если у вас есть интерес, можете посетить какие-то мотивирующие тренинги, где вы различными приемами будете развивать свою способность мотивироваться от собственных действий или от действий окружающих. Сфера здоровья и спорт. Как вернуть радость в свое здоровье? В первую очередь вам нужно сосредоточиться на своем долголетии. С вами ничего не случится, вы будете жить долго. И когда вы поймете, что живете вы будете долго, до 100-150 лет, вы с удивлением обнаружите, что миссия горевать и расстраиваться может смениться на миссию радоваться жизни. Миссия радоваться жизни – это состояние 8-10. Даже ваши умеренные достижения в спорте могут у вас вселить уверенность в том, что вы делаете все правильно, и ваш труд не напрасен. Те, кто участвует в соревнованиях и стремится к спортивным достижениям, вы получите уверенность в себе и успеете ее трансформировать именно в умение радоваться как маленьким победам, так и большим победам. Поэтому те, кто в спорте и в соревнованиях, пожалуйста,
Пожалуйста, радуйтесь за свои успехи, маленькие и большие. Радуйтесь за то, что тренер продвигает вас по профессиональному пути. Обязательно поблагодарите тренера за проделанную работу. Эти люди стараются для вас, для вашего благополучия. В сфере, друзья, и окружения, как вернуть радость. Если вы чувствуете, что с друзьями и со своим окружением вы пришли в состояние повседневной рутины, пожалуйста, станьте организатором классных вечеринок, где вы можете отдохнуть и позволить себе былую радость по любому поводу. После просмотра фильма это могут быть шашлыки дома, на работе, это может быть организованный коллективный отдых в другую какую-то местность, это может быть приезд в гости к друзьям, которые живут в другом городе, или наоборот, вы сознательно приглашаете друзей из других городов к себе в гости. И единственный момент, как вернуть радость вот в повседневную жизнь в сфере друзья и окружения, стать организатором собственной жизни. Начните с части entertainment, развлечений, и придите к тому, что развлечения могут чередоваться с какой-то полезной для общества деятельностью. Отношения и семья, как вернуть радость в повседневную жизнь. Опять нужно вернуться к мысли, что колесо жизненного баланса – это про миссию профессионального и личного долголетия. То есть вы уже в свою семью, в свои отношения вносите понятие долговременные отношения, долговременная семья, и вы будете понимать, что если вы в свой семейный сленг ввели понятие долговременное счастье, долговременные хорошие отношения, вы заметите, что все ваши первичные придирки, претензии, волнения можно сменить на нормальный конструктивный разговор, когда вы вместо эмоций «мне это не нравится» предлагаете какое-то действие, которое вам нравится, или какое-то действие, которое должен совершить ваш партнер. Если партнер вас уважает и любит, то, скорее всего, он будет делать, как вы озвучиваете. Пожалуйста, подводим итоги. Тема сегодняшнего видео – карьера и жизнь, секреты баланса современных женщин. Цель этого видео не рассказать о каких-то секретах. Цель этого видео – собрать лучшие практики от успешных женщин, проанализировать их. Обязательно об яркой какой-то истории успеха рассказать в нашем видео. Пожалуйста, друзья и подписчики канала, пишите об истории успеха ваших женщин, которые находятся в вашем окружении. Нам эти истории будут очень интересны. Мы через эти истории в наше колесо жизненного баланса добавим и еще каких-то элементов практических ежедневных рекомендаций. Колесо жизненного баланса LongSwim находится в постоянном развитии. Ежегодно мы в свою практику добавляем какие-то новые элементы. Желаем, чтобы эти новые элементы стали частью вашей повседневной жизни. Почему? Потому что мы всегда делаем то, что мы сами запланировали, и когда-то наши мечты становятся реальностью. Всем, кто смотрел это видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым, ищите успешных людей в своем окружении, присылайте их историю успеха к нам в комментарии. Я в вас верю, у вас все получится.